Ура! Шьем Панаму! Всем привет! С вами конструкторское бюро Дюшели. Меня зовут Эльвира. Сегодня я покажу, как шить Панаму из футера начеса на подкладе из кулирки. Нам потребуется футер начес, кулирка, дублерин, нитки в тон ткани, бытовая швейная машина, машинные иглы с пометкой Stretch номер 90 и выкройка. Выкройку Панамы вы найдете на нашем сайте. Приступим. Итак, лайфхак. Для точности кроя, для увеличения скорости пошива я заранее дублирую кусок ткани, предварительно сделав на нем раскладку из деталей. Дублируем, соблюдая направление долевой нити. То есть долевую нить клеевой мы располагаем так же, как долевую нить основной ткани. Детали выкройки располагаем на ткань, также строго соблюдая долевую нить. Обводим детали выкройки. Обязательно помечаем все контрольные знаки, которые нанесены на выкройку. Вырезаем наши детали из продублированного футера начеса, натекая все контрольные натечки. Мы получили детали: донышко 1 деталь, тульи 2 детали и поля 4 детали. Далее мы краим подклад. Беру кусок кулирки, складываю его вдвое, деталь выкройки располагаю строго по направлению долевой, обвожу деталь, помечаю все контрольные знаки. Вырезаем. Выкраиваем донышко. В принципе, разницы большой нету, но все равно нужно стараться удерживать направление долевой нитью. Вырезаем. Помечаю все контрольные знаки. Получили детали из ткани основы: донышко 1 деталь, тулья 2 детали, поля 4 детали. Из ткани подклада: донышко 1 деталь, тулья 2 детали. Мы готовы к пошиву. Заправляем нашу помощницу. Итак, приступаем к пошиву. Скалываем по боковым срезам полей. Стачиваем швом шириной 1 сантиметр. Также и другую сторону скалываем и стачиваем. Так как детали полей у нас 4 детали, мы стачиваем и скалываем 2 пары полей. Будет верхнее поле и нижнее поле. Скалываем и стачиваем детали тульи по боковым срезам. Стачиваем на шов шириной 1 сантиметр. Удаляем иголки. Сразу же стачаем боковые срезы у детали подклада из кулирки. Скалываем для удобства иголочками. Стачиваем швом шириной 1 сантиметр. Иголочки лучше убирать, но я замедляю скорость, когда приближаюсь к иголочкам. Делаю это очень аккуратно, так что могу прям прошить по иголочкам, но лучше их убирать, когда игла приближается к булавкам.
Так как ткань у нас плотная, в избежание утолщения в швах, я высекаю лишний дублерин во всех швах наших простроченных, во всех деталях. Это будут детали полей, будет деталь тулей. Эту же процедуру мы проделаем со всеми нашими соединительными швами из ткани основы. Повторяю, во избежание толщины. Итак, мы высекли весь дублерин в наших швах. А теперь идем на утюг. С помощью колодки рукава или специальной подушечки мы будем разутюживать все наши швы. Я это делаю с помощью проутюжки. Проутюжка у меня служит просто кусочек ХБ ткани. Разутюживаем наши швы на деталях полей, тулей из основной и подкладочной ткани. Приступаем к соединению деталей. Скалываем нижние срезы в деталях полей булавками, соединяя по боковым швам и по всем нашим контрольным натечкам. Чем чаще мы сколем булавками срезы, тем легче нам будет обтачивать. Обтачиваем наши срезы швом шириной 0,7 см. Это получается примерно на ширину лапки. В избежание толщины в швах мы также высекаем весь дублерин из припусков. Да, это не быстро, но это нужно сделать, чтобы все-таки швы у нас были аккуратные. Также срезаем припуск боковых швов со всех сторон. Выворачиваем и, закладывая припуск на сторону внутренних полей или же изнанки, да, или нижних полей, можно назвать, делаем расстрочку шириной 1-2 мм от шва стачивания по заложенному припуску. Это действие дает нам легко фиксировать перекант в дальнейшем. По кругу прокладываем строчку. Закончили. Отрезаем лишние нитки. И у нас получилась строчка с изнаночной стороны, а с лица чистота и красота. Идем на утюг, чтобы зафиксировать наш результат. Приутюживаем, выправляя кант на 1-2 мм. Наша строчка предварительная, которую сейчас мы дали, она дает нам легко это сделать. Приутюживаем по кругу. Что у нас получилось? После приутюживания для удобства дальнейшей обработки
Фиксируем между собой верхний срез полей строчкой шириной 0,5 см. Прокладываем строчку по всему периметру. Затем начинаем соединять детали полей с деталей тульи. Скалываем срезы, соединяя детали полей с тульей по боковым, по центральным натечкам и стачиваем. Чем чаще мы сколем булавками срезы, тем легче нам будет стачивать. Стачиваем срезы со стороны тульи швом шириной 1 см по кругу. Наш припуск заутюживаем наверх. Идем на утюг и со стороны изнанки, закладывая припуск наверх, через приутюжку приутюживаем. Заутюживаем припуск по всему кругу. Сейчас мы будем соединять детали донышка с тульей. Детали располагаем по долевой, то есть и донышко мы краили тоже согласно долевой, чтобы долевые у нас в середине панамы сошлись. Скрепляем срезы по натечкам, скрепляем швы с натечками. Для удобства стачивания скрепляем дополнительно, распределяя припуск. Припуски по всему периметру они равны, поэтому спокойно просто соединяем иголочками, и нам будет удобно стачивать. Стачиваем со стороны тульи швом шириной 1 см, аккуратно выправляя срезы. Срезаем нитки, выворачиваем, и вуаля, панама почти готова. Теперь закрепляем наш верхний шов, то есть мы заутюживаем припуск на сторону донышка и дадим отделочную строчку, но до этого мы обязательно высечем весь дублерин из припусков, как мы делали это ранее, для уменьшения толщины в швах. Высекаем клеевую со стороны донышка и также со стороны тульи. Так, припуски у нас заготовлены. Теперь мы этот припуск будем закладывать на сторону донышка. Закрепим его строчкой и пойдем на утюг. А пока со стороны лица, выправляя припуск на сторону донышка, даем строчку примерно шириной 2 мм по всей окружности. Вообще я панаму хотела сделать абсолютно без декоративных строчек. То есть у нас есть строчки вспомогательные, да, где мы растрачивали поля по нижнему срезу. А отделочных строчек я делать не хотела. Но эта строчка, я считаю, необходима. Она придает такую четкость шву соединения донышка с тульей.
выправляет панаму в целом и смотрится очень красиво. Сейчас вы это увидите. Закончили нашу строчку. Срезаем лишние нитки. И смотрите. Чуть-чуть только приутюжить утюгом нужно. Идем на утюг. С помощью колодки рукава и подушки выворачиваю панаму наизнанку, выкладываю ее на эту подушечку и приутюживаю наш шов. Приутюживаю шов и не только. Все узлы, все швы прохожу утюгом. Делаю окончательное ВТО перед соединением с подкладом, так как собирать панамку из основной ткани мы закончили. Смотрите, какая красота получается. Почти готово. Еще чуть-чуть. Все, а теперь приступаем к сбору нашего подклада. Боковые швы у тули мы уже стачали. Также центр тули соединяем с натечкой, которая раскроена по долевой нити, так же как и у ткани основы. Скалываем иголочкой по периметру, по натечкам, по швам. И дополнительно тоже скалываем, потому что кулерка имеет свойство загибаться на краях. Это не очень удобно, но если сколоть, нам будет легче стачивать срезы. Вообще срезы подклада из кулерки можно стачать на верлаке, но я это делаю на простой бытовой машине, на прямострочке. Продолжаем закалывать, уже дополнительно закалываю, выправляя все срезы, которые загибаются. Вот мы скололи, и со стороны тульи аккуратненько, не спеша, также выправляя все срезы, убирая по очереди иголочки, стачиваем срез швом шириной 1 сантиметр. Заканчиваем нашу строчку, отрезая лишние нитки, выправляя деталь, выворачиваем и приутюживаем на нашей импровизированной колодке. Это у меня нарукавник и подушечку. Все швы приутюживаем, потому что впереди нас ждет соединение подклада с изделием. До этого мы отутюжили панаму из ткани верха. Теперь мы отутюжили подклад и соединяем. Выворачиваем панаму наизнанку. Берем наш подклад, прикладываем, смотрим, где наша долевая нить, где серединка. И как бы вкладываем панаму в наш подклад, соединяя ткани лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем по швам соединения с тульей, скрепляем булавками, шов со швом по всем контрольным натечкам. И еще дополнительно скалываем, так как толщина у нас здесь большая, поэтому скалывать дополнительно просто необходимо для удобства притачивания подклада. После того, как мы сколем деталь, нам остается сделать
финальную машинную строчку. Будем прошивать, оставляя отверстие для последующего выворачивания изделия. Стачиваем со стороны детали изделия, так мы контролируем шов соединения. Повторюсь, что толщина здесь уже хорошая, поэтому двигаемся тихонько, убирая иголочку. То есть мы идем рядом со швом соединения тульи с полями, не выходя за него. Оставляя отверстие для выворачивания примерно 5 сантиметров. Срезаем ниточки, убираем оставшиеся иголочки. Вот наше отверстие. И выворачиваем нашу панамку осторожно. Ура! И панамка почти готова. У нас осталось отверстие, которое мы можем зашить вручную или заклеить клеевой паутинкой. А вот какая панама у нас получилась. На сайте также есть взрослые размеры. Для того, чтобы скачать эту выкройку, заходите на наш сайт dushule.ru, ссылка под видео. Напоминаю, что инструкция по распечатке и как склеить выкройку вы показали в нашем ролике. Ссылка здесь и под видео. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какое видео и на какую тему вам было бы интересно посмотреть.